Короче говоря, у меня суперзрение. Это была странная понедельник. Я сидел дома и читал в телефоне какой-то пост. Глаза слезились, потому что я читал рецепт лукового супа. А из-за того, что шрифт был очень маленький, я перечитывал одну и ту же строчку уже 12-й раз. Блин, что у меня вообще со зрением? Я не видел дальше собственного носа. Решил бороться с этим недугом радикально. Просто хирургически удлиню нос и буду видеть дальше. Хотя это тупо, ведь с длинным носом я буду постоянно влезать в чужие дела. Решил не выпендриваться и просто купить очки. Но было как-то очково. Я забил трехочковый. Вернулся к выбору устройства для дальновидения. А то слишком много слова очко тут стало. Для начала нужно провериться у офтальмолога. Л-О-Х. Ну слушай, у тебя хорошее зрение. Я был рад, что проблем со зрением по версии Сереги у меня нет. Поблагодарил его и попрощался. Все, прямо сейчас пойду за самыми лучшими очками. Вернулся домой. Я взял самые навороченные с турбодвигателем и подогревом очки за 120 рублей, купленные в Переходе. Продавец уверял меня, что в них я увижу даже мышку, спрятавшуюся в норке где-то в Якутске. Что-то пока немного сомнительно. Я достал очки из чехла и надел на нос. Охренеть! Я видел каждую деталь. Моя кошка была настолько четкой, что я не могу описать это словами. Я видел даже пыль у меня на компьютерном столе и микробов, копошащихся в клавиатуре. Посмотрел в окно. Как же далеко я вижу. Вон администрация Саратова, а вон какой-то мужик поскользнулся на льду в Перми. Я снял очки, чтобы проморгаться. И обнаружил, что они полностью прокачали мое зрение, и теперь я вижу идеально даже без них. Первые полчаса я просто кайфовал и изучал все вокруг. Протирал слишком сильно различимые для меня пятна и пылинки. Вы их не видите? Они есть. Я снова подошел к окну и глянул в небо. Увидел во всех красках кольца Сатурна и обнаружил пару галактик. И тут заметил то, от чего кровь стыла в жилах. Астероид. Огромная каменная глыба, которая приближалась к Земле на гигантской скорости. Я тут же включил новости. Вообще нигде никакой информации о приближающемся астероиде. Я принялся звонить в правительственные органы. Я висел на линии почти целый час. Наконец дозвонился и принялся орать в трубку, что к Земле приближается огромный астероид. Мне не верили, ведь их телескопы и спутники не засекли никакого объекта. Я выглянул в окно и сказал, что вижу его прямо сейчас. Готов даже сообщить приблизительные координаты. С меня поржали и сбросили трубку. Что же делать? Я обязан спасти мир. Записал видео на YouTube, где подробно рассказал все, что знаю. Люди писали в комментах, что я псих. Спустя пару дней я полностью потерял надежду. И тут мне поступил звонок. Это был необычный звонок. Как я это понял? Просто я еще не принял вызов, а со мной уже разговаривали. Оказалось, это был сам министр космических угроз и инопланетного вмешательства. Не знал, что такое существует. Он сказал, что эту должность специально создали несколько минут назад. Офигеть. Ученые наконец тоже обнаружили подозрительную активность в космосе. И так как я первый, кто забил тревогу, то ко мне и обратились за помощью. Спустя 15 минут я услышал звук сирены у меня под окнами. Там стоял кортеж из 45 черных машин. Ничего себе. Как я так быстро их посчитал. Ко мне в дверь постучали. Это был тот самый министр с парой ученых. Я был в шоке. Мне сказали, что их телескопы еще не настолько совершенны, чтобы отчетливо рассмотреть угрозу, и попросили меня рассказать все подробности. Я описал все, что увидел в небе. Спустя час ученые огласили вердикт. Астероид гигантских размеров движется к Земле на огромной скорости и достигнет нашей планеты через 5 дней, 14 часов и 34 минуты. Я был в полнейшем шоке. Министр был в полнейшем шоке. Они собрались и уехали решать этот вопрос с правительством, а я, ошалевший, просидел тогда с самого вечера. Потом покушал и снова продолжил сидеть ошалевший. Через 3 дня по телевизору выступил президент планеты. Не знал, что такое существует. Он сказал, что эту должность специально создали несколько минут назад. Объявил о том, что астероид будет уничтожен вовремя благодаря моему суперзрению. Мне было приятно. И вот за несколько часов до падения астероида ко мне снова приехал министр с учеными. Они сказали, что готовы передавать всю информацию наверх, чтобы запустить ракету, которая врежется и взорвет астероид. От меня требовалось только назвать его точные координаты. Я выглянул в окно, увидел астероид, но как-то немного размыто. А затем я и вовсе потерял его из виду. Мое гениальное зрение пропало. Где суперочки? Я не помню, где их оставил. Министр сказал, что времени остается совсем мало и пора запускать ракету. Я боялся признаться им в потере своего зрения. Куда запускаем ракету? Туда. Запускаем ее туда. Ракета запущена. Мы все скопились у окна и смотрели за тем, как она летит высоко в небо. Я, правда, ничего не видел, но нельзя было палиться. Прогремел взрыв. Уничтожен? Уничтожен. Все принялись кричать от радости. Министр поблагодарил меня и вручил 5000 за спасенную планету. Вскоре они все уехали. Так прошла пара часов. Я обзавелся новыми совершенно обычными очками и включил новости, чтобы посмотреть, как весь мир от меня в восторге. Как вдруг услышал это. В результате неверных координат, которые нам дал Роман, сегодня по ошибке была навсегда уничтожена Луна. К сожалению, человечество поняло это не сразу, и теперь через несколько минут астероид уничтожит нашу планету. Анастасия Белкина, Евгений Барсуков, Вести Подольск. Короче говоря, у меня суперзрение. Давайте проверим ваше зрение. Спуститесь вниз под это видео и посмотрите, какого цвета ваша кнопка подписаться. Если красного, то скорее жмите на нее и становитесь частью нашей большой семьи. А также не забывайте смотреть наши предыдущие видосы. Спасибо за просмотр, ждем тебя снова.